Я бы сегодня хотел продолжить тему, которую я начал пару дней назад по поводу разницы между мягким и твердым фарфором. Я начинал с этих двух предметов. Напомню, этот предмет – это мануфактура Турне, Бельгия, 17 век. Это мануфактура Майсон, Германия, тоже 18 век. Они приблизительно в одно и то же время были произведены. Это у нас мягкий фарфор, это у нас твердый фарфор. Я тогда пытался найти информацию в Википедии и разбирал ее на этом видео. Многие тезисы мне показались непонятными. Не то чтобы они непонятны в принципе, понять их просто, а на самом деле суть изложенного была, ну, такая, мягко скажем, противоречивая. Я обратился к искусственному интеллекту, попросил его подобрать мне критерии разницы между твердым и мягким фарфором. Он какое-то время подумал и выдал мне целый список из нескольких пунктов. Первый пункт – это черепок на изломе скол, глазурь, просвечиваемость, декор, следы обжига, звук, ощущение глазури под пальцем, ну и сводная шкала. Ну, наверное, пройдемся по первому пункту. Цвет. Твердый фарфор белый, холодный, иногда чуть серый. Ну, на этом примере это хорошо видно. Он как раз именно такой. Он немножко сероватый и отличается от Турне именно этой своей серостью. Холодного я здесь в этом цвете ничего не вижу. Цвет у меня искусственный, но нейтральный. Теплый, он такой больше кремовый, желтоватый, иногда зеленоватый, как в нашем случае Турне. Так, зернистость. Плотный, стеклистый, раковистый излом. Это мы сейчас говорим про твердый фарфор. Я не буду пока приводить битые черепки как доказательство. Мне этот подход не нравится. Дело в том, что ну, каким образом может мне помочь этот критерий оценки, если я, например, выбираю на рынке, ну, не знаю, посуду, какие-то антикварные предметы из фарфора. Ну, как мне поможет информация о том, как может выглядеть твердый фарфор на излом? Ну, просто будем знать это, просто будем держать это в голове. Вот такая есть информация. Мягкий фарфор, зернистый, шероховатый, похожий на сахар или известняк. Но трогать битый фарфор тоже не советую, режет пальцы. Неудачная, мне кажется, это история с такого рода тестом. Но как вариант можно оставить. Твердость. Царапает стекло. В скобочках 7 по Моссу. Это твердый фарфор. 7 по Моссу – это, скорее всего, какая-то единица измерения. Я пока с ней не знаком. Но мне тоже кажется, этот тест таким сомнительным. Ну, кто вам даст тоже тарелку, чашку, идти шкрябать ей стекло, чтобы убедиться в том, твердый это или мягкий фарфор. Ну, так себе история. Мягкий фарфор. Стекло не царапает, нож оставляет след. По поводу нож оставляет след мы еще отдельно поговорим. Но тоже, мне кажется, ну, как бы вот вы идете на рынок, да, или, не знаю, в интернете смотрите вещь. В интернете так и вовсе вам ее в руки никто не даст. Ну, просто по понятным причинам, да, ты видишь там только картинку, в лучшем случае видео. Ну, допустим, нашелся какой-то человек, который разрешает вам ножом пошкрябать свои вещи. Я, конечно, в этом сомневаюсь, ну, допустим, ну, вдруг. Но об этом мы поговорим чуть позже. Я покажу, возьму нож и реально поцарапаю один из предметов, чтобы вам показать, как это работает. Ну или как это не работает. Практика. На скрытом крае дно, обратная сторона венца, найти место без глазури и провести ножом. Мягкий поддается. Ну не знаю, подойдет ли такой нож для теста. Но я
Другого не нашел, другой не жалко. Давайте попробуем на этом. Вот прям на этих предметах. Вот этот предмет, если что, нормально денег стоит. Ну, для теста давайте попробуем. Абсолютно ничего. Я даже не смог эмаль сошкребсти. При этом тупится, очень тупится нож. Я сколько тестировал на других предметах, менее дорогих, скажем, результат приблизительно такой же самый. Я не буду мучить твердый фарфор, даже по тестам, по бумажным он должен быть тверже. Но вот даже на этом простом примере, вот смотрите, ничего у меня не соскабливается. Ножом сошкрябать мягкий фарфор не получается, поэтому я считаю тест этот, ну, никакой. Но мы идем дальше, смотрим, что еще нам посоветует искусственный интеллект. Пункт номер 2. Глазурь. На твердом фарфоре толщина сливается с черепком. На мягком толстая, лежит поверх, видны потеки, натеки. Как я ни крутил этот предмет, никаких потеков, натеков я здесь не увидел. Ну, просто если эта вещь сделана качественно, то потеков, ну, там просто не будет. Это зависит во многом от технологии производства, а не от глазури или не от фарфора. Но здесь то же самое, понятное дело. У меня есть предметы менее качественные, этой же мануфактуры. Я могу привести как пример. Ну, вот, допустим, вот такая вот чашечка. Ну вот, пожалуйста, а это тоже мягкий фарфор. Это тоже Турне, Бельгия. Вот видите разницу, да? Вот это мягкий фарфор и вот это мягкий фарфор. Если следовать определению искусственного интеллекта, он такой холодноватый. То есть он может вполне сойти за твердый фарфор. Ну так, по цвету, если. По другим критериям пока вообще никак. Это клеймо, кстати, тоже интересное. Пожалуйста. Сероватый где-то, да? Видно. Пожалуйста. Так это что? Получается твердый фарфор? Нет, Турне никогда не выпускал твердый фарфор. А в этот период так это точно. Это мягкий фарфор. Вот я их поставлю сейчас рядом. Нас не рисунок сейчас интересует больше, а цвет. Ну вот, пожалуйста. Похоже это на мягкий фарфор по цвету. Глазурь одинаковая, что здесь, что здесь, что здесь. Она не толще, не тоньше. Она приблизительно такая же самая. Многое еще зависит от рук, от человека, который это делает. От смены, которая это делает. У меня есть предметы из одной партии, абсолютно идентичные. Я сейчас их не буду приводить. Это видно на искусственном свете очень плохо. Ну, то есть там разницу заметить практически никак невозможно. Но при дневном свете это очень хорошо видно. У меня есть две тарелки одинаковые. Абсолютно. Может быть, все-таки взять их? Нет, не буду в следующий раз. И одна из них слегка сероватая, а вторая молочно-белая. Одинаковый рисунок, одинаковая форма тарелок. Они выпущены в одно и то же время. Ну вот так бывает. И вот смотрите, да, стоят два предмета, три предмета, два из них из мягкого фарфора. Ну, скажете, ну ладно, хорошо, мягкий может быть таким или таким, и все, больше никаким. Ну, давайте посмотрим еще один предмет. Ну, пожалуйста. Это тоже Турне. Тоже приблизительно этот же период. Вон, посмотрите на цвет. Он отличается от всех. Вот я рядом поставлю, чтобы было больше белого. Вот этот, кстати, наверное, самый кремовый будет. Вот этот. Вот стоят предметы, и они все отличаются друг от друга. Ну, кто-то скажет, ну, хорошо, ладно, это мягкий фарфор, там была какая-то про технология несовершенная, твердый фарфор, там все понятно, 50 на 25 на 25, поэтому все должно быть одинаково. Ну, давайте посмотрим на предмет, тоже старенький.
этой эпохи. Пожалуйста. Этот предмет, к сожалению, у меня разбился в дороге. Но сейчас не это главное. Давайте посмотрим на цвет. На цвет фарфора, глазурь. Пожалуйста. Вот как вы думаете, это мягкий фарфор? Я не знаю, я сказал или нет, по-моему, нет. Или твердый? Я, если бы не знал, я бы сказал, что мягкий. И я, вы знаете, специально залез в интернет и проверил, а действительно ли у этой голландской мануфактуры производился весь фарфор одного типа, твердого или мягкого. И везде ответ был один. Это твердый фарфор. Самая классическая немецкая формула. То есть вот он должен стоять вот здесь. Вот так. Вы видите разницу? Я вижу. Несмотря на то, что свет искусственный, и все же он немножко искажает, но я вижу ее очень явно вижу эту разницу между хотя бы вот этим и вот этим, вот этим и вот этим. А вот эти два где-то похожи. Давайте так, скажете, ну это случайность. Такое бывает. Ну вот, пожалуйста, еще один предмет тоже этого же периода, тоже турне, тоже мягкий фарфор. И он тоже холодноватый. Такой у него прохладный, никакой он не молочный, никакой он не сливочный. Он такой, внутри он сероватый. Пожалуйста. Я на цвет определить, мягкий это фарфор или нет, не могу. Есть специалисты, которые в интернете рассказывают, уроки записывают, как это легко сделать. Но мне это кажется совсем нелегко. По крайней мере, на вид. Скажете, ну окей, ладно. А что еще есть, с чем можно сравнить? И будет ли разница? Потому что, ну, как бы, вроде не сильно она, эта разница между этими всеми предметами. Пожалуйста, тоже турный предмет. Такая же чашка, она выпускалась чуть-чуть раньше. Тоже мягкий фарфор, но еще без ручки. Это делалось для обычных людей, простых, товар дешевый, массовый. Но об этом мы как-то в другой раз поговорим. Это был товар чуть подороже, продавался по другим деньгам, по другим ценам, другим людям. Даже вот эти две чашки отличаются по цвету черепка. Не сильно, но отличия есть. И это все мягкий фарфор. И еще хочу показать. Вот крышка от чайника. Вот крышка от чайника. Тоже турне. Она серая. Она такая бело-серая. Ничего в ней молочного нету. Вот такая вот крышечка. Чайник тоже есть, но он не влазит. Я его не буду показывать. Сюда поставлю. И вот даже здесь видна разница между крышкой и чашкой. Они делались все в одно и то же самое время. Кто-то скажет, ну ладно, хорошо, это все дешевый фарфор. Возможно, на дорогом фарфоре картина была другой. Вот крышка от дорогого чайника. Чайник музейного уровня. Чайник тоже есть, не буду показывать. Вот просто покажу крышку. Мы сейчас говорим о цвете, об атрибуции. Нас пока не интересуют другие аспекты. И она тоже сероватая. Она не молочная, не кремовая. Она сероватая. Верну крышку сюда. Ну хорошо. Самый серый предмет из этих всех у нас, вот она, чашечка Майсон. Есть у меня предмет современный, из твердого фарфора. Он еще более серый. Сейчас я его покажу. Вот. Он прям такой хорошо серый. Это, кстати, хорошая фабрика швейцарская. Она в свое время заменила
легендарную торговую марку, о которой я потом вам расскажу. И вот он такой серый-серый. Это не означает, что фарфор дешевый, если у него такой цвет не белоснежно-белый. Абсолютно. И есть у меня чашка. Ей, ну, может быть, 100 лет. Она, конечно, намного младше, чем эти. Но она тоже из твердого фарфора. Но она просто белоснежная. Она просто белоснежная. Сейчас выберу эти предметы. А это твердый фарфор, на минуточку. Это твердый фарфор. Она белее, чем мягкий. Так, ну давайте пойдем дальше. Все же пройдемся до конца по нашим критериям оценки. У нас еще впереди несколько. Просвечиваемость. С глазурью, мне кажется, можно поставить точку. Насчет ножа, теста ножом, но вот перебор. Граница черепок глазурь практически неразличима. На твердом фарфоре, а на мягком заметно, особенно на сколе. Да, есть такой момент, но для этого нужно увеличительное стекло или хороший свет, желательно дневной, где вы реально сможете это рассмотреть. Но опять же, вам нужен предмет битый, и вам нужно смотреть на скол. Не знаю, насколько этот тест остается в силе при таких условиях. Поведение в порах. Глазурь не забивает поры, черепок плотный, это твердый фарфор. Глазурь затекает в поры черепка, виден бассейн вокруг трещин, мягкий. Ну что сказать, бред, бред. Получается, что битый фарфор заливают глазурью, и там вокруг этого видно очага, трещину. Кто так делает? Такой фарфор никто не продает. Тем более мягкий по тем временам делали фарфор в основном в элитных мануфактурах. То есть глупость, опять же. Давайте пойдем дальше. Просвечиваемость. Трансмиссия. Так перевел AI. Translucing вообще по-английски. Ну да ладно. Держать перед направленным источником света фонарь вплотную к черепку. Твердый просвет белый или нейтральный, равномерный, мягкий просвет желтый, кремово-желтый, часто неравномерный. У турне характерный зеленоватый оттенок. Но я показывал в прошлом видео на просвет, как это выглядит. Но это совсем не соответствует действительности. Тоже считаю тест на свет, не алло. Идемте дальше. Декор. Эмали из золота. Эмали на твердом фарфоре лежат поверх глазури слегка выпуклые четкие края. Мягкие частично тонут, в кавычках, в мягкой глазури, края менее четкие. Надо рассматривать предметы с лупой. Надо брать лупу и рассматривать предметы под хорошим увеличением, чтобы умудриться это заметить. Просто с расстояния вытянутой руки, обычно мы смотрим предметы, они немножко дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Допустим, мы подошли поближе, может быть, даже взяли в руки. Надо хорошее зрение иметь, либо лупу с собой носить. Если мы рассматриваем вариант, когда мы предметы ищем в интернете, вы никогда этого не увидите. По таким критериям вы никогда этого не узнаете. Золото. Более матовое, до полировки, износостойкое. Это для твердого фарфора. Для мягкого блестящее, но мягче, стирается раньше. Тоже бред, полный бред. Это что, вам нужно просто сидеть и тереть золото на двух предметах, чтобы понять, что это мягкий, а это твердый фарфор. А как вы это будете замерять? Где-то вы сильнее прижали, где-то не так сильно, где-то вы быстрее шлифовали, да, где-то медленнее, где-то в таком темпе, где-то в другом. В общем, бред же, глупость, откровенная глупость.
Мазок кисти. Твердый фарфор. Сохраняет рельеф. Мягкий, расплывается в глазури. То же самое, здесь, наверное, нужна будет лупа. Я не художник, я никогда не рисовал по фарфору и не могу сказать, у меня такого опыта нету. Все, что у меня есть, это моя насмотренность и все, что я могу видеть, понимать, это вот, ну, как минимум просто сравнивать между собой несколько предметов. Ну, вы понимаете, это сложно сравнить. Предметы нужно сравнивать сопоставимые, да, то есть они должны быть приблизительно одинаково расписаны, приблизительно теми же красками, приблизительно тем же, не приблизительно, а желательно тем же художником, в том же стиле, чтобы у вас была возможность их сравнить. Ну, при каких таких условиях у вас все это сложится воедино, чтобы вы могли провести такой тест. Ладно, идем дальше. Следы обжига, подставки. Твердый. Опорные точки на поддоне мелкие, чистые, иногда вообще без следов. Высокая твердость обжига. Мягкий. Следы от обжиговых подставок крупнее и грубее. Из-за текучести глазури при низкой температуре характерны натеки. Но опять же, я скажу, это зависит во многом от технологии производства, а не от типа фарфора. Я могу замешать более густую глазурь или более жидкую. Я могу в состав одной глазури включить одни элементы, а исключить у другой, понимаете? Сегодня пришел человек, который насыпал, не знаю, в чан ложку с горкой, а кто-то без горки, понимаете, или поменьше горку. Ну, это еще времена, вы представляете, да, 18 век, когда этим занимались на мануфактурах. Я читал рецепты этих фарфоровой пасты. Но, вы знаете, это прям интересно, это прям приключение. Потом как-нибудь расскажу отдельно, как они это делали. Не было никаких аптек, не было конкретных стандартизированных с какими-то марками, марок глин, там, не знаю, каких-то реагентов. Нет, брался, например, песок из Льежа, глина из Ахена, не знаю, каолин, полевой шпат или кварц, там, не знаю, из Лиможа или из каких-то других регионов, понимаете? Ну, это все, что критерий был, это место, откуда был привезен этот материал. Песок можно было привезти откуда угодно, да, кварц там откуда угодно. Но вот оттуда, из этих краев, это был вот такой песок и такой состав. И они эти рецепты хранили, записывали, и они воспроизводились только в строгой последовательности. И материалы должны были быть строго из этих мест. Ладно, то я ушел немножко в дебри, идемте дальше. Звук. В общем, по поводу подставок я скажу так. У Турне и у других многих мануфактур, которые выпускали мягкий фарфор, я не видел никогда ни одной подставки. Это должна была быть какая-то прям совсем поганая, дешевая мануфактура, которая бы делала настолько некачественный фарфор, где оставались бы следы от ножек. Ну вот правда, я пересмотрел в руках, передержал огромное количество турнейского фарфора и другого мягкого фарфора, в том числе и твердого. Я видел подставки только на китайском фарфоре, которому либо много лет, либо который поддельный и закос под старый фарфор. Идемте дальше. Звук. Звук твердый. При легком щелчке ногтем высокий чистый металлический звон. Это мы сейчас про твердый фарфор. Мягкий, более глухой, короткий звук. То же самое, что и до этого говорил. Вам нужно сравнивать вещи сопоставимые. Вам нужно держать в руках два одинаковых предмета. Абсолютно одинаковой формы, одинаковой толщины, одинакового состава. Держать одинаково, с той же силой, тем же местом бить, понимаете? Ну и если это вы все замеряете на слух, в какой-то момент вам может показаться что угодно. Похожий, не похожий, длиннее там звук, может быть звонче, металлический он или еще какой-то. Это такие критерии оценки очень нечеткие, как по мне. Я бы их в расчет не брал, как серьезные. И последний пункт – ощущение глазури под пальцем. Уже пошла органолептика. Твердый фарфор. Гладкий, скользкий, стеклянный, холодный.
Мягкий, чуть мыльный или маслянистый на ощупь из-за более мягкой и толстой глазури. Как я уже говорил, что значит толстая глазурь? Все зависит от того, как ты приготовишь, да, от технологии производства. Можно сделать и с тонкой глазурью, можно сделать и с толстой. Если глазурь густая, то она ложится толще. Если она жидкая, то ложится тоньше, соответственно. Ну, так вот взять и сказать, что если вот там толще глазурь, то значит вот это мягкий фарфор. Ну, по-моему, это настолько нелогично. Но это чистый бред. Хотя это мне пишет искусственный интеллект. И вот тут он мне сводную шкалу надежности критериев приводит, где в левой колонке критерий, а в правой надежность. И в самом верху, в самом топе находится скол слэш царапание ножом. То есть, да, для того, чтобы понять, что это мягкий фарфор или твердый фарфор, вам нужен скол. Он либо уже там должен быть, либо вам его нужно сделать. Ну, как бы не знаю. Пользоваться вам таким подходом или нет, решайте сами. Обычно люди стараются брать вещи фарфоровые, ну, целые, без сколов. Глазурь на сколе, толщина и граница. Да, с этим могу согласиться. Но опять же, если у вас есть скол, трещина, разбитая вещь, нужна ли она вам при этих делах или нет, тоже большой вопрос. Ну, будете вы знать, что да, у вас в руках разбитый предмет из мягкого фарфора. Легче вам от этого стало? Ну, или твердый фарфор, не знаю. Ну, может, в каких-то отдельных ситуациях это нужно, я соглашусь. Возможно, эта информация будет полезной. Но в целом, подводя итоги, сейчас я уже дойду до конца по этому списку, я могу сказать, забегая наперед, я не знаю четких критериев разницы твердого от мягкого фарфора. На самом деле есть один критерий, по которому это можно увидеть, но не везде, не на всех предметах, не ко всем предметам это применимо. Я об этом скажу в конце. Третий цвет на просвет. Мы уже сказали, мы уже поговорили об этом, я уже сказал об этом. Это, я считаю, ну, притянутый за уши момент. Сложно судить на просвет. Есть очень много моментов, где можно ошибиться. Поведение эмалей, ну, как я уже сказал, и звук. Ну, то есть нет реальных критериев оценки фарфора, какой из них какой. Мягкий это или твердый фарфор. Вот. Есть тот критерий, о котором я хотел сказать вот буквально минуту назад, что действительно выдает в фарфоре, в мягком фарфоре, мягкий фарфор, по сути. Сейчас, одну секунду, я найду этот предмет. Так, вот она тарелочка. Это тоже турне. Декор ронда из мягкого фарфора. Посмотрим ее на просвет. Самый зеленоватый оттенок. Она, эта тарелочка, без клейма. Здесь на этой тарелочке, кстати, слегка видны те самые натеки, да, о которых было сказано. Но эта тарелочка, этот предмет был одним из самых-самых дешевых в продукции этой мануфактуры. Делалось это массово, эта продукция. Стоила она дешево. Ее не маркировали специально. Вот. Я могу допустить, что и на твердом фарфоре могло быть что-то подобное. Так вот, что же в этой тарелочке выдает то, что это мягкий фарфор? Сейчас я попробую приблизить. Под определенным углом, с определенным светом, с увеличительным стеклом можно попробовать рассмотреть на эмали сколы. Технологический процесс производства мягкого фарфора, он на самом деле схож, конечно, с твердым фарфором,
Но есть один такой маленький нюанс, который все же заметен. Не знаю, и, наверное, мне не получится его показать. Эмаль, глазурь с твердым фарфором, с черепком твердого фарфора спекается намертво и становится единым целым. На мягком же фарфоре она как будто прилипает, но не до конца. И если, ну вот таким предметом, он весь матовый, им пользовались, пользоваться ножом и вилкой, то очень быстро мы заметим на поверхности царапины. Ну, скажете, ну, царапины и на твердом могут быть. Да, все верно, могут быть, и они есть. Но на мягком фарфоре, помимо царапин, есть еще и отшелушивание. Небольшое такое отшелушивание глазури, эмали с поверхности черепка. И такие маленькие-маленькие проплешинки, их можно заметить. Если хорошо присмотреться при дневном свете. Здесь, наверное, все же этого не видно. Света у меня не очень. Сейчас попробую немножко добавить света. Но все равно камера этого не ловит. Сейчас попробую увеличить. Может быть, если получится, если кто-то заметит, скажите. Мне, по-моему, мне этого не видно. Стараюсь под разными углами. Но вот это тот самый критерий, по которому можно действительно определить, мягкий ли фарфор перед вами или нет. Но, как вы понимаете, опять же нюанс, этот предмет утилитарный, да, им пользовались в быту. Им пользовались в быту. А многие предметы, которые выпускались в то время, в основном, ну не в основном, но многие из них были декоративными. То есть не всеми тарелками пользовались в качестве столовых приборов. Некоторые из них оставались декором. Ими украшали кабинеты, их вешали на стены, выставляли на стеллажах. Ну, кто как, я на самом деле не очень в этом силен. Вот, и эти предметы сохранились до сегодня в отличном состоянии, если они не были разбиты, то есть эмаль там целая, она не пошкрябана ножами, вилками, то есть, ну вот, взяли вы ее в руки, и вы тоже, опять же, никак не скажете, и этот критерий тоже, получается, неприменим в этом случае. То есть, очень узкое количество критериев, по которым действительно можно определить разницу между твердым и мягким фарфором. Но, к сожалению, дела обстоят именно так. Если кто-то знает более четкие, более конкретные, правильные критерии оценки, разницы между мягким и твердым фарфором, вы, пожалуйста, напишите в комментах. Мне самому будет интересно, но я пока такого не нашел. Я читал книги, я покупал и держал эти вещи в руках, я посещал музеи, я сравнивал их между собой, я пересмотрел и перелистал тонну информации по этому поводу, но нигде я не нашел исчерпывающего списка критериев, по которым мы можем легко определить разницу между твердым и мягким фарфором. Я на этом ставлю точку. Надеюсь, что видео было полезным. Возможно, вы узнали что-то новое. Если есть вопросы или комментарии, оставляйте. Я не эксперт, я только учусь.
но стараюсь делиться знаниями, которые уже имею. На этом ставлю точку. Пока-пока.